Безусловно, с релизом ограниченного теста CS2 мы невооруженным взглядом можем наблюдать колоссальные изменения в графике игры. В интернете много роликов сравнения тех или иных аспектов наследника CSGO непосредственно с оригиналом, но чем больше я на них смотрел, тем сильнее мною овладевало любопытство. Ведь в основном все модельки были полностью портированы с оригинала, не считая абсолютно новых моделей для оружия и текстуры к ним. Поэтому я решил, что было бы справедливо посмотреть и сравнить, как бы выглядели новые модели оружия в оригинальной CSGO. И заодно рассказать вам некоторые нюансы, новые костыли в игре и можно ли уже создавать скины непосредственно для CS2 и как это сделать. Поэтому приготовили свои ушки, смотрим спонсора и погнали. И снова мы встречаем Hellstore, где, играя с реальными людьми, можно выбить неплохой скин. На выбор у вас 4 режима. Это классик, где скидываешь оружку в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Coin Flip, где монеточка решает, кто из вас заберет весь куш. Колесо, в котором выбираешь ставку и ждешь прокрута. Или же новый краш, выбираешь значение, если шкала его пройдет, забираешь приз. А если тебе не понравился скин, то всегда можно его проапгрейдить. В Hellstore также можно выбить и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а используя мой промокод при пополнении, можно получить $2 на баланс. Так что не теряй времени и заходи на Hellstore. Ну что же, наверняка уже многие это заметили, а возможно слышали от какого-нибудь ютубера, что на некоторых скинах в CS2 моделька оружия изменяется. Ну а если вдруг остались те, кто этого не знал, то подтверждаю, это действительно так. Дело в том, что для новой CS2 разработчики решили запилить абсолютно новые HD модельки для оружия, но, к сожалению, они несовместимы с некоторыми скинами. И для того, чтобы не тратить время на перерисовку всех скинов в игре, они решили пойти хитрым путем и добавили отдельный меш к каждому оружию с припиской Legacy. Это по сути старая оригинальная моделька из CSGO. Ну а проблема заключалась в том, что на новых модельках совершенно другая развертка для текстур. Соответственно, нарисованные почти вручную скины, которые вышли для CSGO, уже не подходят к новым HD моделям. И да, новые модели дофига детализированные. Если раньше разработчики старались все компенсировать текстурами, то сейчас сама модель имеет много мелких деталей и, соответственно, те же новые текстуры. Поэтому подход к созданию материала для данных моделей тоже изменился. И я, конечно, дико извиняюсь за такое долгое отступление, но данная информация нужна для понимания того, что будет происходить дальше. Как и говорил ранее, я решил портировать новые модели в старушку CSGO. Выбрал я всего две пушки, это М-ку с глушителем и АК-47. И учитывая все сказанное мной в предисловии, результат меня удивил. Вот как выглядит М-ка с глушителем в новой CS2. А вот как выглядит оригинальная М-ка с глушителем в CSGO. И наконец-таки, вот как выглядит портированная М-очка с CS2, но уже в CSGO. И это при том при всем, что я еще не сильно мучился с материалами. Ну согласитесь, она и в CSGO достаточно хорошо выглядит. Почти на уровне новенькой CS2. С калашом же получилось еще более интересней. Вот как выглядит новый калаш в CS2. А вот как выглядит оригинальный калаш в CSGO. И, наконец, портированный калаш с CS2, но уже в CSGO. И опять же, результат достаточно прекрасный. И снова почти на уровне CS2, если не обращать внимания на само окружение вокруг. На самом деле, если заморочиться и переработать все материалы для карт, ну и, соответственно, поменять освещение и добавить фильтр насыщенности, то, по сути, мы получим почти ту же CS2, но без некоторых приблуд, который дает рендеринг DirectX 11 и Vulkan. В принципе, разработчикам ничего не мешало не переносить игру на новый движок, а подтянуть попросту старый, добавив поддержку того же DirectX 11. И, разумеется, обновить модельки оружия. На самом деле, по этому поводу можно спорить много, но результат вы видите на экране. Кстати, скачать эти модельки вы можете по ссылке в описании. Так мало того, там будет еще и мод, который заменяет их в игре.
благодаря чему уже можно потихонечку впереди планеты всей начинать рисовать скины для них, используя тот же старый добрый верстак. Ну а уже к релизу CS2 дропнуть свои работы в мастерскую. И если ролик достаточно хорошо зайдет, я портирую абсолютно все оружки для CSGO, чтобы вы начинали потихонечку рисовать новые скины. Если, конечно, меня уже кто-то не опередил. На этой странной ноте у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!